еще раз о деталях. Любую хорошую идею можно похоронить от излишнего усердия. Попытка избавиться от деталей, обобщить все, что только возможно, довести отбор до плакатности или такого робкого минимализма, все это приводит к пережато-лаконичным, а попросту скучным изображениям. Такая формула упрощения давно разгадана и не вызывает эмоций. На этом фоне даже имитация детских рисунков, детских каракуль бывает воспринимается интереснее, поскольку менее предсказуемо. Хотя ребенок подсознательно стремится заполнить всю изобразительную плоскость, случается, что его отвлекают в нужный момент или отбирают незаконченный, по его мнению, рисунок. Ну а попытка запечатлеть на холсте все, что увидит глаз, это нарисовать змею и добавить ноги, как говорят китайцы. Дотошно пересчитать каждое окошко, каждую лапку насекомого, каждую фактуру материала, каждую прожилку на листике. Это превратит картину, в лучшем случае, в очень графичный, слишком нарисованный, очень информативный лист из энциклопедии, в ботаническую иллюстрацию или фотореалистичное, даже гиперреалистическое изображение. При этом, обратите внимание, фотореалистичное не обязательно переполненное деталями, не обязательно перегруженное, дробное. Натура, попавшая в объектив, может быть очень лаконична, скупа, или как минимум предлагает баланс. Здесь мелочи, а здесь спокойные плоскости. А когда глазу есть что пропустить, он с повышенным рвением закапывается в деталях. Так что если в основу картин и ложатся фотографии, это по-настоящему художественные снимки. Или должны быть таковыми. А так, беспристрастный фотоаппарат может понабрать детали и из переднего, и из среднего, и из дальнего плана, показать их так четко, как даже наш глаз не делает. Если где-то не дать перебивки, получится плоская каша, дребезжащий ковер из деталей. Да, в обилии деталей тоже можно найти свою красоту, но грань между художественным, стильным и дробным, китчевым тонка. Да, чтобы встать на эту дорожку, нужно обладать не только усидчивостью, терпением, аккуратностью, но и хорошим вкусом. Почувствовать, как не переборщить. Обычно в сильно детализированных работах множество ограничений, не бросающихся в глаза, но можно не сомневаться, они там есть. Общее уменьшение насыщенности цвета или просто урезание колористического разнообразия. Монохромному изображению вообще ведь многое прощается, так ведь? Потому и черно-белое фото обычно больше претендует на художественность. Еще из стандартных ограничений некоторое занижение контрастов, возможно, даже повсеместное появление контуров. Это уплощает объемы пространства. Картина перестает быть полноценным окном в реальный мир, отказывается от иллюзии трехмерности, становится неким декоративным, почти орнаментальным объектом, где пластика контуров приобретает особую значимость. Так что в перегруженных деталями картинах хорошо бы найти разрежение, разреженные зоны, где глаз и мозг отдыхают. Фон, небо, пустая плоскость, тень. И, конечно, такие места в контрасте с детализированными должны образовывать свой ритмический рисунок. Земля, утыканная деталями, и спокойные воды. Да, детали важны. Их количество логично возрастает
от периферии к смысловому центру, к фокусу внимания, подчиняясь некоему сложному ритму, неправильной прогрессии, так скажем. Математически это может быть что-то вроде 1, 2, 2, 5, 7, 8, 6, 1, 1. Или 1, 1, 4, 6, 1, 1, 2, 1. Детали одинаково важны в маленьком этюде, кабинетной картине и масштабном полотне. Так называемый уровень детализации может быть разный, но это всегда маркер зоны внимания. А потому важны не детали, а их качество, степень отличия на фоне окружения. Отсюда и приемы исполнения. Писали все огромной кистью, а где-то сработал только ее кончик, изящно детализировав фрагмент. Писали все мелкой кистью, но укладывали мазки последовательно, убористо, забивали плоскость. В центре получилось именно пересчитать мелочь. Писали плоскостью мастихина, а для деталей использовали только ее торец или вообще процарапали. Конечно, я говорю лишь о формальной сути детализации, о степени отделки, а не о смысловых ремарках, дополнениях к основной идее, не о том, что за говорящими деталями может скрываться второй смысл, символы и шифры, связи, пасхалки. Современная реалистическая картина не осталась слепа к повышенным степеням художественного отбора, лаконичным стилем, упрощением или аналитическим усложнением мира, ну кому как, которые предлагали графические техники, ну или те же абстракционисты, фависты, клуазонисты, тоналисты. Неся на себе бремя преемственности или просто по-новому понимая себя в рамках метамодернизма, реализм позволяет себе быть скупым. По-настоящему сделанных деталей может быть совсем немного. Но Джозеф Збукович называл детали драгоценностями, а их ценность обратно пропорциональна количеству. Одна жемчужина – это чудо, но если их целое ведро… Вишенка на торте – это изящно, но если этой вишни 3 килограмма… Детали нужно использовать с умом, они должны обогатить рисунок, а не похоронить его. Ну а если их нет совсем, поставьте очень изящную, красивую подпись. Что-то ведь должно привлечь внимание зрителя в конце концов.